Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. А была ли измена? И зачем она это вообще все делала? Да? Довольно такой непростой, психологический такой расклад Таро будет. Кто знает мой канал, у меня довольно непростые такие, необычные расклады. Поэтому я приглашаю всех гостей канала посмотреть до конца мои видео. Возможно, вы что-то интересное возьмете, какие-то советы почерпнете, которые помогут вам в вашей дальнейшей жизни, в ваших отношениях с женщинами. Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, из расклада в расклад я уже даже не удивляюсь. Вот хочется сказать, что вы просто, как на ладони. Многие из вас просто на ладони. Смотрите, вот даже коротко я могу сказать, что люди, которые смотрят мои видео, даже вот не глядя на расклад, да, вот опять же я это вижу из ваших и комментариев, и из ваших историй различных, и расклады Таро наши постоянно это подтверждают, что на моем канале собираются люди, для которых семья на первом месте, для которых отношения, именно любовь, настоящие отношения находятся на первом месте. Вы человек, которому очень плохо и одиноко, когда нет рядом любимой женщины, когда у вас нет семьи, когда что-то не ладится в семье, то есть не лады с любимой женщиной. Сюда же относятся какие-то глобальные конфликты, сюда относятся разводы. То есть вам в одиночестве некомфортно. Да, вы можете поначалу как-то кайфовать, именно кайфовать от того, что, может быть, вот в моральном плане да легче. В моральном плане никто не выносит мозг, вы делаете, что хотите. Вот в этом плане да, куда хочу, туда лечу. Но вообще по факту, вот по жизни вам довольно сложно. Вы себя чувствуете, когда вот у вас не ладятся отношения, тем более сейчас вот вы находитесь без семьи, у вас довольно такое состояние, одиночества, я бы сказала. Несмотря на то, что да, в какой-то степени вы кайфуете от того, что, вот как я уже говорила, да, чтобы не повторяться, от того, что куда хочу, туда лечу, но на самом деле довольно одиноко. Могут проигрываться у некоторых из вас еще такие моменты, что есть некоторая надежда на возвращение бывшей. Есть такой момент. Причем даже, возможно, вы рассматриваете, некоторые делаю акцент, да. Я думаю, здесь будет небольшой процент таких людей, которые смотрят мои видео. Но все же они есть, поэтому я стараюсь вот для всех хоть немножечко так охватить разные ситуации. Поэтому те, кто холит или лелеет еще надежду вернуться, вот вы, знаете, как будто ждете какого-то толчка, как будто какого-то вот сигнала, может быть, шага от бывшей вы ожидаете, да, вот вы не против, если бы она вот сделала шаг к вам, чтобы помириться, как-то вот наладить, склеить эту разбитую чашку, потому что, вот не можете вы ее забыть. Вот опять же повторюсь, некоторые из вас, да, поскольку это общий расклад, все-таки надеются на какое-то воссоединение. Так, что еще происходит в вашей жизни? Причем, смотрите, возможно, даже те из вас, кто еще холят и лелеет надежду вот именно вернуться, возможно, вы даже следите за ней. Кто-то в соцсетях за бывшей подсматривает, кто-то из-за угла подсматривает, кто-то спрашивает общих знакомых, как она живет, как она поживает. То есть вам вот этот разрыв дался очень непросто. Вы в своей жизни вообще пережили измену. Это была очень тяжелая, очень болезненная измена. Возможно, даже в какой-то период вы не хотели в это верить. Вы пытались, может быть, и были догадки, но вы пытались всячески закрыть глаза. Вы, даже если вам кто-то говорил, что вот видел твою зазнобу, да, где-то с кем-то, возможно, даже вы не хотели в это верить, не хотели слушать, как-то оправдывали, потому что очень сильно любили. Вам, я скажу, таки везет на женщин, которые любят деньги.
Возможно, даже у некоторых проиграется, что это не одна женщина, с которой вам так не повезло. Вот как-то как на подбор, да, вот вы выбираете один и тот же типаж, что ли, женщин, которые любят деньги, которые любят красивую жизнь, любят комфорт, да. Казалось бы, вот многие из вас могут сказать, да все женщины любят деньги. Я с вами соглашусь, что деньги любят все, не только женщины, но и мужчины. Во-первых, это средство к существованию. Во-вторых, это, ну, в конце концов, красивая жизнь никому не помешает. Да, мы, если так по-честному, да, напишите в комментариях, вы со мной согласны или нет. Но все люди хотели бы жить хорошо и комфортно. Просто у одних женщин, мы сейчас о женщинах конкретно говорим, в приоритете деньги, спонсоры, да, вот красивая жизнь. Другие же женщины, да, они хотели бы красиво жить, но у них на первом месте все-таки любовь, чувства, семья, да, то есть настоящие отношения, не по выгоде. Но вам не везет почему-то, вот именно такие женщины больше корыстные вам встречаются по жизни. У кого-то это была одна женщина, у кого-то две, три, ну то есть комплект один, вернее у всех абсолютно разный. Вы, вот те, кто из вас имеет детей, вы довольно хороший отец, вы такой и не жадный, вы стараетесь и детям помогать, вы стараетесь по максимуму проводить времени с ними. Ну, может еще проигрываться, что бывшая, ну, не очень вам позволяет общаться. Такой момент тоже есть. Это могут быть какие-то палки в колеса вставляет, да, вот какие-то наезды, претензии. Постоянно вот она ищет какой-то предлог, чтобы то ли не дать вам ребенка, то ли чтобы по минимуму вы общались. Может проигрываться, что она настраивает детей против вас. Ну, то есть такая дама не очень хорошая. Вы еще, я вам скажу, вы довольно страстный человек, я имею в виду интим сейчас. Другое дело, что у вас как бы, ну, нет, не с кем особо этим заниматься сейчас, да, я не беру во внимание вот этих девочек-однодневочек, которых я очень не люблю. Вы такой человек, который, вот, как я говорила в начале, вот вы настроены на стабильность, даже вот в плане интима. Вы считаете, что интим должен быть, ну, прежде всего, с человеком, с женщиной, с которой у вас есть отношения, серьезные отношения, да? А не так, что сегодня Даша, завтра Маша, послезавтра Наташа. Но это не для вас, потому что у вас может даже проигрываться какое-то состояние, вот даже брезгливости, что ли, да? Помимо того, что можно разные букеты поймать от этой Маши и Наташи, да? Ну, не можете без чувств как-то механически, ну, вы не кайфуете от того, если вы будете, ну, просто, да, вот, как говорят, палочка в дырочку, да, ну, это не то пальто абсолютно. Напишите в комментариях, да, согласны вы со мной или нет. Итак, смотрим. Какая же женщина пришла к нам на расклад, о которой мы будем смотреть, да, была ли измена? Я, конечно, подозреваю, что это за женщина, я думаю, вы подозреваете, но будем сейчас смотреть более детально. Пришла к нам кто, Медуза Горгона или же нет? Так, женщина, которая сделала вам очень больно. Женщина, которая сейчас, в принципе, она тоже очень несчастна. Я не могу сказать, что она живет по совести, по чести, нет. Вот вы, когда разошлись, вы сделали, знаете, вы сделали, возможно, даже друг другу больно. Кто-то наговорил колкостей, гадостей друг другу, кто-то, возможно, в отместку, да, вот бывшая, я имею в виду, да, совершила какой-то поступок не очень хороший, да, опять же, у каждого это будет проигрываться по-своему, поскольку это общий расклад. То есть, понимаете, вы здесь в отместку, вот именно в отместку много чего, ну, скорее я склоняюсь, что вы наговорили гадости, вот когда именно расставались, потому что больно, потому что обидно, а когда болит, то хочется, да, вот уколоть и другого человека. Вы такой человек, который, знаете, еще, вы терпите, но всему есть свой предел. Поэтому вот когда вот эта женщина сделала вам больно, да,
Вы можете сделать больнее в 10 раз больнее, да, вот поэтому может у некоторых проигрываться, что вот когда вы расставались с ней, вы ей, ну, в какой-то степени отомстили, да. Вы, опять же, вы с этой женщиной когда-то чувствовали себя счастливой, счастливым, вернее, но это было очень и очень давно. Эта женщина, она когда-то подарила вам и счастье, да, вот казалось бы, это было давно и неправда, это было так давно. И в то же время, вот после счастья она подарила вам очень такое сильное, глубокое разочарование и боль. Именно вот боль, утрата каких-то, знаете, вот боль обманутых надежд. То есть с ней вы пережили и радость, и горе. Вы, ну, весь спектр эмоций пережили. Женщина эта, я вам скажу, она довольно не глупая, она умная, даже в чем-то она мудрая и с хитрецой женщина, она умеет руководить, она любит контролировать, и она, опять же, любит сильных таких, ну, властных, даже я бы сказала, мужчин. Давайте-ка посмотрим теперь, ребятушки, была ли измена, да, потому что как-то мы углубились сегодня в описание, в расписание, все уже приехали за плиты к языкается, да, хоть и все трезвые, но тем не менее. Так, была ли измена? Измена была, но довольно такая, знаете, она была не единожды. Слабонервных я прошу провалидолиться, да, потому что, ну, довольно такая тема. Я сейчас не шучу абсолютно, не иронизирую, потому что я понимаю, что это болит у некоторых и очень сильно. Смотрите, женщина, которая, она изменяла не единожды вам. Причем это была, знаете, вот измена, ей казалось, что это будет сиюминутно. Вот она думала, что вы не узнаете об этом. Она думала, что вот она вам сказки расскажет, где-то лапши навешает, и вы это все прокушаете, да, и будет все как и прежде. Она не рассчитала свои силы, она не рассчитала до конца вашу реакцию. Она не думала, что вот так все будет. Она не думала, что вы вот, ну, пошлете далеко и надолго ее после того, как узнаете обо всем. Вот здесь она, конечно, промахнулась. Акела промахнулся, как говорят. Вот знаете, она первый раз, вот я вам скажу, вот когда была первый раз измена, она немного была вот, ну, тоже не в своей тарелке. Ей было как-то вот тоже не по себе. Давайте-ка уточним. Хорошо, если так ей было не по себе, зачем она это вообще все делала? Вот зачем? Если все так хорошо, распрекрасно, зачем человек изменял? Во-первых, смотрите, ребят, вот без обид абсолютно сейчас, ничего личного. Опять же, помним, что это общий расклад. Смотрите, могут какие ситуации проигрываться, почему ваши бывшие зазнобы ходили налево. У кого-то это проигрывается, что не хватало интима в семье. Либо же это был интим, который, ну, мягко говоря, не очень ее устраивал. Знаете, бывает миссионерская поза и до свидос, да? Ну, то есть, это одна из причин. Это довольно сильная причина, это глобальная причина, я вам скажу, даже вот чисто психологически, почему многие люди начинают, и мужчины в том числе, почему начинают изменять, потому что, ну, людей не устраивает качество, либо же количество интима. Поэтому они ищут приключений на стороне, хочется какого-то драйва, хочется азарта. Вы, в принципе, и по себе знаете, что вот когда люди сначала, вот в начале отношений, да, сходятся, страсти кипят, бурлят, потом это как-то затихает, потом это приедается, потом уже люди начинают расслабляться, и вот этот вот супружеский долг, он по-настоящему переходит вот реально в долг. Да, бывают исключения, мы не берем, конечно, отдельные случаи, всегда бывают исключения из правил. Но опять же, здесь есть некая неудовлетворенность в интиме. Это первое. Далее. Еще может проигрываться ситуация, когда вот в вашей зазнобе,
Ну и не очень хватало то ли финансов, то ли подарка. Вот какие-то вот материальные ценности ее не очень-то устраивали. У некоторых может проигрываться два в одном. Вы вот просто слушайте и анализируйте, да, у каждого будет по-своему, и вот напишите в комментариях, как вы думаете, почему ваша вот прыгнула налево, да. Человек, который хочет, знаете, вот она соскучилась еще за какими-то вот эмоциями, вот соскучилась вот реально за тем адреналином. Помимо того, что да, нехватка интима, нехватка подарков, каких-то вот этих вот материальных ценностей. Вот ей захотелось именно вот, знаете, как говорят, обычно это говорят о мужчинах, да, вот которые по молоденьким женщинам ходят. Ну, здесь вот молодого тела, да, захотелось. А здесь вот я бы применила не то чтобы молодого, а вот именно нового тела, вот разнообразие. По этому случаю иногда люди говорят, что вот, ну, если каждый день борщ, иногда хочется и супчика, да. Вот она за вот этим вот самым супчиком, так называемый, она и пошла тоже. Поэтому смотрите, здесь нет какой-то одной определенной причины. Здесь оно идет все в комплексе. Это довольно такая серьезная, глобальная тема. Я, кстати, ребята, думала снять отдельно такое вот, ну, больше психологическое видео на эту тему, да, вот причины измены. Если вы хотите, да, если будут такие заявки, пожелания ваши, то я сниму вот именно причины женской измены. Напишите в комментариях, важно для вас это или нет, либо же как распознать женскую измену. Пишите, что вас интересует, вот какие вопросы именно вот в психологическом аспекте. Поэтому здесь, смотрите, здесь целый комплект, начиная от недовольства постели, хочется драйва, да, вот нового тела, каких-то новых эмоций. Особенно это касается тех, у кого отношения уже более длительные, да, когда люди давно живут, когда это уже все переходит в рутину. Да, вы можете некоторые написать, что да, у нас все супер, да, в интиме, у нас все, мы зажигаем спустя 15 и 20 лет. Но не забывайте, что еще есть другие причины, да. Да, может быть суперский интим, но нехватка вот каких-то эмоций именно между мужчиной и женщиной. Потому что многие женщины, если кто не знает, да, вот из вас, они очень сильно хотят получать именно вот, знаете, вот душевное тепло, отдачу от мужчины, поддержка, какая-то опора, да, забота. Когда ты приходишь, и ты такая маленькая девочка, и тебе хочется поплакать на плече у твоего сильного мужчины и сказать, что такой весь мир, весь плохой, и меня обижают все, да, вот я сейчас утрирую, но в душе мы все маленькие девочки, и нам хочется прийти к своему сильному мужчине, чтобы он обнял, да, и так забиться к нему под крылышко и поплакаться. Вот просто, ну реально включить девочку какую-то беззащитную и сказать, что какие они все плохие, пойди с ними, с козлами всеми разберись, да, вот они меня обижают. Поэтому вот женщины, которые не получают какую-то сильную вот эту мужскую поддержку, опору, да, которые не видят своей нужности, не чувствуют, что их любят, они, конечно же, они могут через какое-то время начать направо-налево прыгать, понимаете? Потому что, да, суперский интим – это потрясающе, но интим стоит на втором месте в отношениях. На первом месте стоит, конечно же, душевное тепло. Поэтому, если мужчина не дает женщине того самого душевного тепла, поддержки, внимания, заботы, да, ну, либо же дает в очень маленьких количествах, но дает просто интим, ну, на этом далеко не уедешь, вы это и сами понимаете, да. Поэтому здесь, ребят, здесь, когда начинать копать, когда разбираться, кто прав, кто виноват, во всех проблемах, в принципе, если так по-честному, положа руку на сердце, вы знаете, что всегда в любом разрыве, в любом разводе, в конфликтах глобальных всегда виноваты оба. Я понимаю, сейчас это не всем понравится, но тем не менее, ну не бывает на пустом месте ничего.
Точно так, как не бывает случайного интима, да, вот случайный кекс, как говорят, да, мы сейчас так будем завуалировано. Ну как это вот случайный, да, вот вышел за хлебушком и тут, хопа, захотелось, да, заловил первую попавшуюся, захотелось мне случайного кекса, да, вот за хлебушком, казалось бы, пошел. Но не бывает такого. Это как снежный ком, да, вот все претензии, все наши обиды, все какие-то нереализованные, может быть, желания, да, которые вы не проговорили в паре, они потом выплескиваются в то, что человек идет и ищет где-то на стороне. Это касается и мужчин. Я сейчас беру в общем психологию, да, и мужчин, и женщин. То есть, когда вы будете вот в новых отношениях, я думаю, вы сделаете, ну, такую хорошую работу над ошибками, потому что у вас, ну, реально сильнейшая психотравма была, даже то, что я вижу, да, после разрыва у вас сильнейшая психотравма. Я думаю, второй раз вам бы не хотелось ее получить. Поэтому смотрите, когда у вас будут новые отношения, всегда нужно вот как-то сбалансировать, да, помимо хорошего, классного, такого качественного и, конечно же, регулярного интима, нужна именно душевная близость, которую никто не отменял. Вот эти посиделки, да, после работы, как ты, что ты, да, когда оба интересуются друг другом, как у тебя день прошел, как ты себя чувствуешь, да, это вроде бы мелочи, но из этих мелочей складывается, ну, что-то глобальное, да, вот в отношениях оно как пазлы складывается один к одному. И без этого реально никуда. Когда, смотрите, вот, ну, элементарный пример, вот женщина, да, вот хочет покрасоваться перед своим мужчиной, хочет комплимент лишний раз, хочет, чтобы ее похвалили, да, мы сейчас говорим о женщинам, так что не обижайтесь, мужчины, да. Смотрите, вот женщина одела новое платьице, да, и стоит перед ним, крутится, вертится, вот скажи, как мне идет, не идет, то любящий мужчина, да, скажет, конечно, классно, здорово, ты у меня такая красавица и так далее. Мужчина, который уже так на автомате, которому по барабану, да, он так сидит, так, знаете, мельком глянул, не отрываясь от газеты, да, нормально. Понимаете, и когда мужчина вот отвечает, да нормально так, ну, как бы ни о чем, женщина понимает, что она не нужна и нелюбима. Я сейчас привела такой самый элементарный пример. Это касается всего. Точно так, понятное дело, и женщины должны мотивировать, стимулировать своему мужчину, чтобы ему хотелось горы сворачивать, а не лежать перед телевизором с рюмкой чая, да. То есть здесь такой взаимообмен, который, ну, нельзя, ну, никак игнорировать. Это отношения, это как механизм часов. Когда один винтик вылетает, ломается весь механизм. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Поэтому в новых ваших отношениях постарайтесь балансировать заботу, внимание, ласку, интим, чтобы ни у кого никаких претензий не было. И, конечно же, помните ваше важное золотое правило, да, вот в психологии, золотое правило отношений, что всегда нужно все проговаривать здесь и сейчас. Я неоднократно в своих видео об этом рассказывала, что нужно решать проблемы вот именно здесь и сейчас. И сразу же говорить, что нравится, что не нравится, да, вот так нельзя, а вот так со мной разговаривать не надо, да, вот когда вы ставите грань, когда вот эта красная линия есть, за которую нельзя перейти, потому что, ну, я взбрыкну. Я, конечно, утрированно сейчас говорю, но я думаю, все умные, все прекрасно понимают. Поэтому это настолько тяжелый труд, реально тяжелый труд сохранять отношения именно вот в гармонии, да, сохранять любовь в отношениях, сохранять страсть в отношениях, а не говорить, да и так сойдет, да. Ну, когда вам отвечают, даже женщина, если бы вам так ответила, да и так сойдет, я думаю, вам бы тоже не понравилось. Поэтому вот чувствуйте друг друга, чувствуйте
настроение женщины, чувствуете, чего она хочет, чего она не хочет. Конечно же, женщины тоже должны такими быть, да, но сейчас мы берем не женскую психологию, здесь больше вашу вот мужскую психологию, вашу направленность я сейчас проговариваю. О женщинах это совершенно другая история будет. Поэтому, ребята, я вам всем желаю встретить такую женщину, с которой вы позабудете о проблемах, о скандалах, о изменах, конечно же, и с которой у вас будет все в унисон, все в радость и все так от души и с кайфом. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!